И снова здравствуйте! Носите ли вы береты? Если да, но из ассортимента готовых не можете подобрать готовые для себя, либо у вас есть какие-то свои индивидуальные запросы по объему, обхвату берета вокруг головы, утепленности ткани, изготовления, предлагаю научиться самим шить берет. Сегодня речь о самом распространенном виде берета, но с явным преимуществом: у него всего один шов вокруг головы. Времени на него нужно буквально 1 час. Последующие береты займут еще меньше времени. А также по данной выкройке можно шить шапочки для дома, для разных целей, для кулинарии, косметических целей. Так что надеюсь, что после просмотра данного ролика вы сможете понять, как построить выкройку, учитывая все свои пожелания. А если нажмете кнопочку с пальцем вверх для одобрения и кнопочку подписаться, буду рада. Все знают, что такое окружность. Равноудаленные от центра точки. Точки равно удалены. Это значит, находятся на одинаковом расстоянии, называемым радиусом. На самом деле это всего лишь конкретное число. Длина окружности также может быть задана числом или посчитана. Эти оба числа выходят из одной формулы. Если говорить о круглом берете, то вариантов всего 2. Либо окружность, либо радиус могут быть заданы по желанию. Второе число зависит от первого. Но зависимость прямая. Чем больше радиус, тем больше окружность. Чем меньше радиус, тем меньше окружность. И наоборот. Чем больше окружность, тем больше радиус. Чем меньше окружность, тем меньше радиус. Формула L равно 2πr. Иначе 6,28r. Исходя из того, что π это константа, округленная до 3/14. Теперь стоит рассмотреть, где и как эти цифры можно использовать. Нужно получить 2 замера. Первый замер – это та окружность головы, где предполагается носить берет. Например, вокруг лба, по ушам, по основанию затылка. Но это длина окружности для берета, которая является длиной внутренней выемки нижней части берета. Сам берет состоит из 3 частей. Это 2 диска из основного материала для самого популярного простого берета. Это 2 диска одного размера. Третьей деталью является прямая полоска. Теперь о параметрах этих деталей. 2 диска одного размера. Если центр окружности верхнего диска, накрывающего верхнюю часть головы, макушку, сходящий вниз к лбу, ушам, то чем больше радиус окружности, тем дальше распространяется окружность диска от макушки вниз. Если берет должен только закрывать голову, не предполагая излишней свободы вокруг, то достаточно того измерения от макушки до линии, где будет носиться берет. Если нужна свобода, например, на густые волосы, длинные, собираемые сзади в пучок какую-то прическу, естественно, длина от макушки, высота, пройдет на расстоянии от головы по более длинной дуге. Так становится понятно, за что отвечает радиус в данной ситуации. Как посчитать? Предлагаю следующий расчет. Из длины окружности головы найти радиус. Сложить с отрезком от макушки до линии, там, где будет заканчиваться берет. Сложить вместе эти 2 числа, разделить пополам, так как у нас 2 диска равного размера. Так мы узнаем радиус верхнего диска. Соответственно, это будет радиус также нижнего диска, но помним, что он включает в себя второй радиус второго диска, который изымается. Таким образом, несложно сложить вместе 2 числа и разделить пополам. Исходя из того, что увеличение радиуса отвечает за увеличение длины окружности, внешний круг берета также будет длиннее, потому надо искать компромисс. Общая высота берета складывается из 2 радиусов нижнего и верхнего дисков. Потому считаю более важным параметр радиус
а не длину окружности головы. Далее надо выкроить два диска одного размера. Верхний диск выкраивается с припуском по внешнему краю. Для шерсти джинсы не менее 1 см. Лучше больше, чем обсыпанные края, которые не обработать. Обработать оверлоком, зигзагом на машинке. На светлых тканях шов более заметен, чем на темных. Шов – это тень, воспринимается как темный оттенок, тому заметнее на светлых оттенках. Для однослойных беретов можно красивой бейкой изнутри окантовать, но не рекомендую делать широкие припуски, оставлять, обрамлять толстыми тканями, это изнутри создаст толстый каркасный шов. Можно обработать поодиночке каждый слой ткани и разутюжить. Так, для нижнего диска также нужен припуск по внешнему срезу, но надо и внутри от центра выкроить диск. Потому припуск у внутреннего диска отложить внутрь окружности. Второй припуск откладывается внутрь вырезанной окружности, наружу от получающейся части. Размеры припуска те же. Но надо помнить, что отгибаться этот припуск внутреннего диска будет в сторону большей окружности. Потому можно натекать по всему периметру, потом обрабатывать. Главное выбрать обработку, не стягивающую материал. Диаметр внутреннего круга зависит от пожелания посадки и материала. В зависимости от толщины материала и того, куда будет направлен прямоугольник основания берета, складывается его толщина и то, какой нужен внутренний круг. Например, носите наружу. По желанию посадки свободы выкраивается полоска. Если внутрь подгибать, то надо учесть в размере внутреннего выкраиваемого диаметра толщину прямоугольника, чтобы после подгибки внутрь обод вокруг головы не стал узким. Если есть подклад, его выкраивают так же, как и основу. Основные два диска стачиваются вместе сложенными лицом к лицу по внешнему контуру. Далее притачивается к основе прямоугольник, обод, изнутри, также сложенный лицом к лицу, с основным изделием. Обод выворачивать не надо, он стачивается в кольцо внешней стороной наружу и также притачивается. У обода ширина – это высота стойки, двойная, и припуски с обеих сторон. Также обрабатывается подкладка. Два диска складываются лицом вместе и по внешнему контуру обрабатываются, стачиваются и обрабатываются. Далее на изнанке лицом к лицу стачивается подкладка и основное изделие. Но между подкладкой и основным изделием швом притаченного обода оставляется некоторое расстояние для того, чтобы потом изделие вывернуть наружу. Ну а когда вывернется, то надо застрочить оставшееся расстояние руками, швом, имитирующим машинную строчку. Естественно, что предполагается, что во время обработки швы разглаживаются, заутюживаются, разутюживаются в зависимости от обработки и застаивают. Как вы видите, никакой науки. Все очень просто. Главное один раз увидеть, и все становится понятно. Надеюсь, вам было полезно, и вы создадите много разных шедевров. Узнав о том, как это легко, становится понятно, что легче проявить собственную фантазию, подобрать собственные параметры по свободе облегания и гораздо проще сесть за машинку, чем бежать в ближайший магазин и пытаться подобрать тот берет, который подойдет под ваши запросы. Я всегда привыкла покупать береты натуральные, шерстяные, без внешних видимых швов. Одной известной, очень популярной чешской фирмы. Продаются много где, огромная цветовая гамма и очень малый ряд по размерам. Но так как я ношу обычный берет, подогнув полоску, стоечку, то мне в итоге берет немножко подсдавливает. Решив, что гораздо быстрее сшить самой, чем бегать искать по магазинам подходящую мне цветовую гамму и размерный ряд. Дав волю фантазии, я сшила вот такой берет. Его
Размер значительно отличается от того, который я привыкла носить. Для сравнения они оба представлены сейчас на экране, а также таблица с параметрами моего нового берета. Для примера. Оказалось, что и дома, в быту, очень подходящими, удобными являются легкие хлопковые береты. По сути, его можно даже легко сшить на руках, не имея машинки. До новых встреч!